А как вы решаете проблему хранения головных уборов? Иногда они пылятся или занимают полезное место в шкафу. Сегодня я предложу неожиданное решение с использованием листьев кукурузного початка, которые можно заменить сухими листьями ириса. Также пригодятся ненужные старые ткани и лопаточка для маникюра. Ее можно заменить любым плоским и тупым инструментом. Для того, чтобы сделать дно, можно использовать вот такую фанерную заготовку. Сделать ее можно также из нескольких слоев картона, проклеенных между собой. Либо можно, конечно, плести полностью из кукурузного материала. Здесь сделаны отверстия примерно на 0,5-0,7 от края, и расстояние между отверстиями 1,5 сантиметра. Диаметр всего круга у меня 37 сантиметров. Сам диаметр отверстия должен быть таким, чтобы пролез ваш инструмент. То есть для того, чтобы пропустить сюда потом полосу. Для плетения будут использоваться полосочки из листьев кукурузного початка, у которых отрезана плотная часть, и они разделены на полоски примерно от 1 до 2,5 сантиметров, в зависимости от их плотности. Чем мягче, тем полоска может быть шире. Листья ириса очень приятные, эластичные, достаточно широкие, достаточно длинные. Если эта длина будет мешать, мы просто можем их укоротить, то есть разрезать примерно пополам. Мы получили вот такие полоски, которые можно располовинить и плести ими. Для начала плетения возьмем примерно 4-5 полосок, для того, чтобы создать жгут, основу для намотки, примерно вот такую, тоньше, чем карандаш. И берем полоску для плетения. Это будет первая начальная часть. Нам понадобится вот такой инструмент. Проще всего его сделать из тонкой проволочки. И здесь просто скотчем или изолентой намотать, чтобы удобно было держать. Устанавливаем его вот сюда. Здесь удерживаем кончик пальцем и наматываем на этот жгут полосу. При желании можно плести в этой плоскости, а можно сразу уже делать бортик. Наматываем с сильным нахлестом. Наша задача промотать только до следующего отверстия. Дальше полоса уводится в бок. Вот таким образом. Иногда, если круг у вас получился маленький и вы хотите расширить коробку, тогда есть смысл нарастить вот сюда, а потом только поднимать бортик. У меня фанеры достаточно, поэтому можно делать сразу бортик. Хочу обратить внимание, что иногда вот эта часть, жгут, истончается. В этом случае тогда нужно сюда добавлять еще одну полосу дополнительно в этот хвостик. То есть абсолютно просто вот сюда накладывается еще одна полоса. Вот когда ряд уже закончен, прошли еще раз через эту же дырочку. И дальше можно продолжать плетение аналогичным способом, уже выше по кругу. Теперь уже не нужно попадать в отверстие, а просто заводить полоску под предыдущий ряд. Когда второй ряд окончен, вот здесь видно, начинаем третий ряд. И петлю, подхват, будем брать теперь не из-под первого ряда, как вот здесь было, а из-под второго ряда. В более ранних видео я показывала, как ускорить и облегчить плетение при помощи веревки. Но если плести большое изделие и более грубое,
то можно вкладывать внутрь вот нашего жгута не сам материал, которого иногда недостаточно, а любые подручные материалы. Это могут быть отрезки ткани. Вот в моем случае это остатки наволочек, простыней старых и ненужных шириной от 8 до 12 сантиметров. То есть чем плотнее ткань, например, джинсовая, там может быть и 8 сантиметров. В моем случае это 10 сантиметров. Кроме ненужных тканей, можно использовать сухую траву или провода. Но провода должны быть в оплетке для того, чтобы они не заржавели или не окислились и не испортили изделие. Плетение с помощью полосы ткани производится точно таким же способом. Делайте существенный нахлест для того, чтобы ткань потом не проявила себя после сушки где-то через какую-то трещинку. Вот тут интересный момент, когда ваша намотка закончилась прям посередине ниже лежащего подхвата. В этом случае лучше завести полосу вот здесь, нежели здесь. Таким образом вы обезопасите себя от того, что плетение будет сужаться кверху. Вот, проверяем, каждый раз проверяем, чтобы полоса легла ровно. И, соответственно, затягиваем не в эту сторону, не так, а напротив, чуть-чуть ее заводим назад, чтобы избежать стягивания. Это важный секрет. Если вы будете плести целиком из натурального материала, то собираем его в пучок с единым началом. Берем две длинные качественные полосы, одну из них прикладываем в эту сторону, а второй начинаем, вот здесь ее зажимаем и начинаем приматывать эту полосу максимально плотно и с нахлестом. Сгибаем и подтягиваем эту полоску. Вот первое кольцо. И производим намотку уже на вот этот вот жгут. Формируем правильное кольцо. И здесь заводим сначала в центр. Некоторое время мы плетем из центра. Когда дойдем сюда, будем брать уже из-под второго ряда. Итак, будущая крышка приобрела нужный нам диаметр. Она пока гибкая, чуть-чуть позже мы сделаем ее не гнущейся. Временно фиксируем конец прищепкой. И пока бортик выплетать мы не будем у крышки, потому что сейчас у меня по плану сделать ручку в верхней части. А пришивать ее удобнее в тот момент, когда бортика еще нет. Первоначальной моей идеей было вырезать ручку из остатков кожи и прикрепить ее на концах. Но когда я рылась в коробке с остатками кожи, я нашла ремень, который уже сломан и вышел из употребления, скажем так. И я увидела, что это может быть достаточно интересным вариантом, потому что кожа плотная, края уже обработаны. Вот, но самая интересная находка, когда я перевернула его обратной стороной. Вот такая здесь вот надпись есть интересная. Я думаю, что в каждом доме найдутся какие-то ремни, из которых уже либо выросли, либо они уже сломались. То есть рассмотрите этот вариант как один из возможных. То есть мы можем использовать как более или менее подходящий по цвету и тону вариант, либо взять
что-то контрастное. Вот, например, вот такого плана, более темное. Либо может быть интересный вариант на изнанке. Рассмотрите, и такой вариант тоже интересный и уже готовый. Кроме старых ремней, да, вот такого плана с определенной текстурой. Это могут быть еще и вот такого плана ремни, тоже интересно. Или вот такие вот вещи, которые можно купить в магазине тканей. В данном случае лучше сделать не до края, а прямо до бортика, до конца бортика завести. Вот так вот. И каким-то декоративным способом прикрепить, может быть, накрест, значит, вот эту нашу тесьму. Третий интересный вариант можно сделать, если у вас есть тонкие пояски. Можно свесить вот эту пряжечку ниже бортика, а вот этот участок ремня пришить снизу и сделать застежку, которая будет по центру корзины. Это тоже может смотреться очень интересно. То есть застилизовать под старую шляпную коробку. Для прикрепления ручки я обратилась за помощью к своему мужу, который делает разные интересные кожаные штуки, ключницы, портмоне и так далее. Сейчас он отметит край, по которому нужно будет срезать кожаную деталь. При этом мы заложим некоторую свободу в центральной части, чтобы сюда подела рука. Сейчас разметим те места, где будут проходить швы. Для этого над серединой жгута, именно не между жгутами, а примерно где-то в районе второго жгута, вот в окружности, вот здесь, делаем разметку. Если у вас нет специального инструмента, то просто с шагом каким, где-то 0,5, с шагом 0,5 делаем точечки, в которых мы потом сделаем прям отверстие насквозь. Да, если нет специального инструмента, то будем делать это шилом. Покажи, пожалуйста, тот инструмент, которым ты будешь делать. На Алиэкспресс можно купить вот такие вот штуки, которые сразу задают нужный шаг, и ими можно будет пробить быстрое профессиональное отверстие. Мы решили сделать еще один шов на расстоянии примерно 3 сантиметра. Отмечаем точки. В данном случае мы будем использовать профессиональные нитки для кожи. Тоже продаются на Алиэкспресс. Как они называются? Вощеные нити. Вот. Но вы можете в домашних условиях использовать любые. Единственное, что нить должна быть плотная, это типа 10 номера, наверное. Вот. Ну, в общем, если что, шите в несколько нитей. Так, иголка понадобится большая, типа цыганской. Как ее вдеть, эту нить в иголку, и вообще, как это лучше сделать, смотрим. Вдеваем. Небольшой кончик, что ли, остается? Да, и потом берем вот так вот, прямо в кончик этой нитки, если это позволит сама нить. Втыкаем. Если работает... Пропускаем, да, и натягиваем, и все. Для шитья будем использовать так называемый седельный шов. Здесь две нити одновременно будут прошивать вот эти две детали, одна навстречу другой. Получается так, через одну и ту же дырочку, да, получается, пройдет еще одна сейчас нить и вторая иголка. Седельный от слова седло, потому что когда-то так шили седла. И если лопается одна нитка, то вторая будет удерживать. То есть шов очень прочный. Если тяжело входит иголка, то протягиваем ее при помощи плоскогубцев. В данном случае протыкаем жгут из кукурузы и потом попадаем в дырочку. Здесь сложно, потому что большая толщина. Пришло время закончить шов. Как это сделать?
Просто повторяем ту же самую дырочку, выводим с обратной стороны, там связываем узелком. Повторяем, то есть вот этот один шаг назад делаем, получается, да? Да. Обрезали и в нашем случае немножечко прожгли. Путем проб и ошибок мы поняли, что нужно было начинать с того шва, который ближе к центру, потому что так очень сложно попасть в дырочку. С обратной стороны. Да, с обратной стороны. Когда нарастили боковые стороны до нужной высоты, у меня получилось 17 сантиметров. Проверяем, что головной убор входит полностью и есть некоторый запас. Вот. Сводим жгут на тонкий кончик и заканчиваем. На определенном этапе, когда кончик уже совсем истончился, будем приматывать напрямую к предыдущему ряду. Крышка почти готова, пока она гибкая, потому что добиться большой плотности при таком плетении очень сложно. Нужно делать очень жесткие, толстые жгуты. Но я не вижу в этом смысла. Я лучше сделаю подложку на внутреннюю часть крышки из картона или из фанеры. А пока нам нужно закончить крышку, сделав ей боковой бортик. Нам нужно перевести наш жгут из этой плоскости в плоскость под 90 градусов. Как это делать? Берем полосу и делаем тоже плетение, но при этом поворачиваем сам жгут вот под таким углом. То есть вот буквально удерживать пальцами жгут в другой плоскости. Проводить те же действия по намотке. Но укладывать жгут не в ту же плоскость, а под 90 градусов. Хочу показать, что при нашем способе пришивания вот здесь вот первый ряд свободен и можно легко подцепить. Можно оставить корзину в таком виде. Но если вы опасаетесь моли или солнечного света, то можно сделать чехол. Дело в том, что здесь есть небольшие просветы между рядами. Чтобы поддержать коричневый цвет, который встречается у нас на ручке, я использовала для чехла коричневую ткань. Сшила внутренний чехол из двух деталей, дно и бортик. И прикрепляю теперь чехол к самому боку корзины. Так как край здесь я заутюжила, получается очень аккуратно. Так как готовая крышка еще гибкая, я усилю ее форму при помощи 2 листов гофрированного картона. Я их склею и задекорирую. И потом приклею вот сюда. Чехол получился с некоторым запасом, но это лучше, чем если бы он был в натяжку. Сюда можно поместить как летние шляпы, убирая их на зиму, так и зимние головные уборы на летний период. При необходимости сюда можно добавить средства от моли или саше из лаванды. Как шить такие мешочки, есть у меня на канале. Накрываем корзину крышкой и оставляем на виду. Такая корзина украсит любое помещение.